Привет, это CryptoOpen, и мы продолжаем наш бесплатный курс по криптовалюте. Это второй урок первого блока «Основы криптовалюты». Сегодня разберем, что такое биткоин. Подписывайся, будет интересно. Биткоин появился 3 января 2009 года, когда загадочный человек или группа под псевдонимом Сатоши Накамото запустили блокчейн биткоина. Никто не знал, кто такой Сатоши. Это может быть один человек, команда или даже псевдоним для целого движения криптопанков. В 2011 году Сатоши исчез, подарив биткоин миру. Его история до сих пор порождает теории. Кто-то считает, что это был программист Хал Финни, другие, что это ЦРУ, но главное, Сатоши подарил идею свободных денег. Биткоин — это не просто криптовалюта, это финансовая революция. Это цифровые деньги, которые не зависят от банков, государств и любых посредников. Биткоин называют цифровым золотом, потому что он как золото, ограничен в количестве. Всего будет 21 миллион монет, и ни одной монеты больше. Это делает его надежным способом сохранить ценность, но главное, биткоин дает тебе свободу. Ты можешь отправить деньги из точки А в точку Б в любую страну за 10-20 минут, без комиссий банков и без риска, что твои переводы заблокируют, а деньги конфискуют под любым надуманным предлогом. Рекомендую познакомиться с книгой «Биткоин стандарт» и «Белая бумага биткоин». Как работает биткоин? Его основа — блокчейн. Это как цифровая книга, где записаны все транзакции. Она хранится не в одном месте, а распределена по тысячам узлов по всему миру. Ты можешь стать узлом биткоина, установив программу Bitcoin Core, и у тебя будет копия всего блокчейна с 2009 года. Чем больше узлов, тем безопаснее сеть. Никто и не может ее отключить, потому что нет центрального сервера. Еще одна важная часть — майнинг. Это процесс, где компьютеры решают сложные задачи, чтобы подтвердить транзакции и добавить их в блок. За это майнеры получают награду в биткоине. Но майнинг требует огромного количества энергии и очень дорогого оборудования. В книге «Биткоин стандарт» говорится, что это связывает биткоин с реальным миром. Как для добычи золота нужны ресурсы, так и для биткоина нужна электроэнергия. Это делает его ценность настоящей, а не просто цифрами. Чем биткоин отличается от других криптовалют? Главное, у него нет централизованного контроля. Например, Ethereum управляется Ethereum Foundation, которая может менять правила сети, вносить обновления или даже откатывать транзакции. У большинства других криптовалют есть компания или фонд, которая может все отключить. Например, блокчейн Solana с 2021 по 2024 годы останавливался 8 раз, с общим временем простоя сети 74 часа. С биткоином это невозможно, сеть принадлежит только ее участникам. Еще одно отличие — это майнинг. Большинство современных криптовалют используют стейкинг. Ты просто замораживаешь свои монеты, и они создаются буквально из воздуха в виде награды. Биткоин же связан с реальными ресурсами через майнинг, что делает его более надежным и устойчивым. Зачем тебе биткоин? Первое. Полный контроль над своими деньгами. Никто не может заблокировать, остановить, заморозить твои биткоины. Второе. Защита от инфляции. За 100 лет доллар США обесценился более чем на 90% и будет обесцениваться дальше, так как доллары печатаются бесконечно. Третье. Защита инвестиций. Инвестируя в недвижимость, золото, фондовый рынок и тому подобные физические активы, есть не нулевая вероятность частичной или полной потери капитала. Национальные правительства придумают сотни причин и законов для легализации этого грабежа. Например, в 1933 году в США был создан указ 6102, по которому физическим лицам запрещалось владеть физическим золотом. Граждане США обязаны были продать свое золото государству по фиксированной цене $20 67 центов. После изъятия правительство США подняло цену золота до $35 за унцию, фактически девальвируя доллар на 60%. Четвертое. Безопасное и приватное пересечение границ национальных государств с неограниченным капиталом. Как показывает история, во время политических и экономических кризисов золото и другие ценности конфискуются у иммигрантов.
Попробуйте сегодня вывести свой капитал в золоте. Думаю, к вам возникнут вопросы с обсуждением в уединенной комнате, из которой вы можете просто так не выйти, особенно если в стране идет военный конфликт. Биткоин — это не просто криптовалюта, это способ взять свои финансы под контроль. Хочешь узнать больше? Загляни на сайт 21 идея. Там куча бесплатных книг и подкастов про биткоин на русском языке. Ссылка в описании. В следующем уроке разберем, что такое Ethereum и смарт-контракты. Подписывайся на CryptoOpen и до встречи в новых видео.